Я не буду рассказывать об информационных технологиях, не буду рассказывать о бизнес-информатике как отдельном направлении. Наверное, скажу следующее, что в 2000-х годах информационные технологии стали приблизительно такими же, какими была космонавтика в 60-х. То есть здесь самое новое, самое передовое, самое востребованное. И роль вот этих информационных технологий мы особенно заметили в последнем 2011 году, когда произошли известные всем события в Африке, когда мы стали свидетелями, как собираются или начинает зарождаться гражданское общество у нас в России. Очень большая роль здесь принадлежит именно информационным технологиям. Поэтому этими технологиями нужно владеть, нужно ими управлять. И именно этому готовят здесь у нас на нашей кафедре по новому образовательному направлению бизнес-информатика. На самом деле, как это сейчас можно говорить, образовательное направление бизнес-информатика это 3 в одном. То есть это прежде всего, конечно, информационные технологии, менеджмент и экономика. То есть мы готовим ребят, которые понимают, как управлять информационными технологиями, знают эти информационные технологии, то есть они хорошо технически подкованные. И, естественно, могут посчитать выгоду от использования этих технологий в конкретных бизнес-процессах на предприятиях. Большое внимание здесь на кафедре мы уделяем именно практической работе. То есть наши ребята, начиная где-то с этого года, наверное, будут смело приходить на предприятия и вместо резюме сотруднику кадровых служб показывать адрес в интернете, где у каждого будет свой блог, и они могут в этом блоге сформировать свой имидж во время приема на работу. В 2011 году я на кафедре занимаюсь практикой, преддипломной практикой. У нас ситуация, когда заявок на студентов, которые должны по практике прийти, гораздо больше, чем самих студентов. То есть сейчас не рынок выбирает, а мы выбираем в рынке тех, куда мы хотим направить студентов. Это, наверное, самая хорошая иллюстрация востребованности нашего направления, нашей кафедры. Все, кто собирается к нам учиться, наверное, интересует, о чем же мы здесь рассказываем, чему учим. Поэтому здесь на кафедре информационной системы я провожу курсы, базовые курсы и курсы, связанные прежде всего, конечно, с электронным бизнесом. Называются они, наверное, так. Второй курс это алгоритмизация программирования, технологии программирования. И на старших курсах проектирование корпоративных информационных систем, клиент-серверных, АЛАП-технологии, хранилища данных, электронный бизнес по отраслям, конкретно на транспорте. Сейчас этому уделяется очень большое внимание. Поэтому даже сами названия уже говорят о содержании того образования, которое вы здесь получите. И, наверное, вы можете его сравнить с тем рынком, который есть. Собственно говоря, я вас призываю почаще посещать наш сайт, чтобы познакомиться с нами, прежде чем придете учиться. Потому что у нас там публикуется буквально все, что происходит на кафедре. Вы увидите, как мы живем, как живут студенты, что делается у нас на кафедре. Поэтому заранее познакомитесь, и вам будет понятно, куда вы идете учиться. Наверное, все. Приходите учиться, мы вас научим, как это делается.